Ага. Привет! Сейчас мы будем делать оладушки из печенки. Вот, печенка у нас говяжья. Значит, сначала мы все должны положить в процесс. Нам нужна только печенка и лук. Я взяла половинку луковицы. Я немножко разрежу. И сначала один лук размелю. Сюда мы добавим печенку. Первый раз такую вижу упаковку. Мне раньше печенка совсем не нравилась, а сейчас очень нравится. Особенно, когда ты эти оладушки делаешь. Да, они получаются очень нежные. Они очень полезные. Там много железа. Витамин А. Да. Витамин А, извините меня. А вот эти, когда оладушки эти делаешь, они получаются всегда очень сочные. Потому что если тушенку легко довольно пересушить. Поэтому вот этот рецепт мне очень нравится, что он всегда получается сочный. Так. И сейчас мы еще раз прокручиваем. Теперь мы это все кладем в посуду. И теперь мы добавляем сюда соль, перец. И по рецепту, это русский рецепт, это манная крупа. Манная крупа, как манная каша? Да. Манную кашу. Я добавляю 2 столовые ложки. То есть еще в чем преимущество этого рецепта, что очень мало углеводов. То есть вот на такое количество всего лишь 2 столовые ложки манной крупы. Если нету манной крупы, то, наверное, можно добавить просто муку 2 столовые ложки. Я думаю, что будет примерно то же самое. Так вкуснее. Да, и теперь мы это перемешаем и оставляем на 20 минут. Это мука должна, крупа должна разбухнуть. После этого мы будем жарить оладушки. Разбухнуть. Да, очень смешно. Так, вот прошло около 20 минут. Это масса, крупа немножко разбухла внутри. Сейчас мы включили сковородку, налили немножко масла и будем выпекать оладушки. Обычно, когда я печенку раньше кушала, вот такой вкус какой-то неприятный, а с этими оладушками нету такого вкуса. Я не знаю почему. Ну, вообще-то да, у печенки довольно специфический вкус. В этом конкретном рецепте он уходит. Да. Ты в русском магазине купила? Это подсолнечное масло. Домашняя? Да. Соняшниковая оля. Это украинский. Это украинский, это не по-русски? Да. Нерафино. Это ругаться по-гречески умеешь? Что? Ругаться по-гречески умеешь? Нет. Кроме панка. Алитис. Это что значит? Панк. Панк. Алитис. Ага. Это мое первое слово, я по-гречески Жорик запомнила. Жорик меня научил. научил. Я только это слово знала. Я даже забыла, как сказать спасибо, привет. Я только знала алитис. Харисто. Я знаю. Да, спасибо. Окей, я знаю. Что это? Нет. Ага. Как сказать привет? Калинара. Да, доброе утро, добрый день. Да. А еще как нужно? Ясас. Ясас. Да. Запах пошел. Как сказать? Брызгает. Так, ну вот, когда оно понемножку начинает уплотняться, можно переворачивать. Понятно сделать температуру? Я уже убрала, наверное. Так. Ну вот. Еще полминуты. Окей. Следующую.
3 готовые, 3 еще готовятся. Если больше делать, то остаются такие черные пятна. Но это как бы нормально. Это, видимо, из-за того, что очень много железа. Почему-то это не... Окей, все. Все? Готово. Класс. Ничего себе. Мама, спасибо большое. Пожалуйста.